Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор ведущей этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на январь 2026 года для Дев. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И там же в описании, в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Если вы не знаете точное время своего рождения, то вы все равно можете построить свой гороскоп на то время, которое вы знаете, и посмотреть знак зодиака Луны. И для знака зодиака Луны во вторую очередь я рекомендую смотреть прогнозы, ну и в третью очередь под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках зодиака. И для знака зодиака Солнца по ведической астрологии тоже можно смотреть прогнозы. Если вы вообще не хотите заморачиваться, ходить по инструкциям, искать свою дату, как-то разбираться, напишите, пожалуйста, в комментариях, когда вы родились, дата, время, место, время то, которое знаете, и я напишу вам, для какого знака зодиака смотреть прогнозы на моем канале, чтобы это было правильно. Ну и теперь давайте говорить о том, что же ожидает Дев в январе 2026 года. 3 января первое событие наше январское — это полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа, доме работы, доме статуса, карьеры, репутации. И полнолуние в 10-м доме гороскопа завершает какие-то процессы, связанные со статусом, карьерой и репутацией. То есть это может быть смена работы, смена должности, замена каких-то официальных документов. Подали какие-то документы, наконец-то долго-долго собирали, подали документы для того, чтобы какую-то процедуру запустить. Перемены в работе тоже, если вы работаете, очень могут быть, они могут быть разными, допустим, перемены в отделе, перемены в офисе, но и перемены в вашей должности тоже. И я напомню, что в январь мы входили со скоплением планет в знаке зодиака Стрелец. Для Дев это 4-й дом гороскопа, дом внутреннего ощущения счастья, недвижимости, транспорта, дом мамы. То есть фокус был на том месте, где вы живете, возможно, активно там и поездки, и к вам приезд гостей, какие-то активные перемены в домашней жизни, либо активная коммуникация с мамой. А теперь фокус у нас начинает постепенно смещаться. С 13 января по 5 февраля по вашему 5-му дому гороскопа пойдет Венера. И Венера на самом деле для вас в 5-м доме гороскопа формирует тенденцию на отдых, конечно же, на то, чтобы вкладывать деньги в детей, в обучение, в творчество, в создание каких-то проектов, в какие-то мероприятия, возможно, покупать билеты на мероприятия. Венера — это планета творчества, 5-й дом — это дом творчества, Венера — планета отдыха и развлечений. 5-й дом тоже у нас за отдых и за развлечения отвечает. То есть это период немного отдохнуть, но это отдых не такой, как будто бы мы просто лежали бы на диване все время или на кровати и ничего не делали, а это отдых такой, как вынашивание чего-то нового, формирование каких-то новых планов и создание чего-то нового. Может быть, даже больше развлекаться, может быть, больше посещать какие-то мероприятия тоже, но и налаживать отношения с ребенком, но и черпать силы и вдохновение от учебы, от детей, от каких-то проектов, от романов, от влюбленностей, от отдыха тоже. Помимо этого, какая-то удача, связанная с детьми, с учебой, с проектами, тоже может быть по этому транзиту Венеры. С 14 января по 13 февраля в 5-й дом гороскопа заходит Солнце. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с детьми, с учебой, с романами, с влюбленностями, с развлечениями, но формирует еще и тенденцию на разлуку с детьми, либо, допустим, ребенок куда-то уезжает.
И может быть еще такое, что вы можете куда-то тоже ездить по вопросам детей, по вопросам обучения, по вопросам мероприятий. Или же какое-то дистанционное обучение, либо обучение в другой городе, в другой стране, либо мероприятия какие-то в другой город, в другом городе, в другой стране. Фокус на тему детей. Может быть, даже какие-то публичные выступления у вас могут быть, какое-то публичное проявление. Политическая активность, кстати, у кого-то из дев тоже в этот период может быть. С 16 января по 23 февраля Марс заходит в ваш пятый дом гороскопа. Марс тут такую двоякую тенденцию у нас формирует. Во-первых, оформлять документы на детей, на творчество, на учебу, на какие-то мероприятия, опять же, получать, допустим, сертификаты по учебе, получать какие-то документы на детей, получать какие-то документы на мероприятия, то есть напрямую, может быть, покупать билеты или еще что-то в этом роде. Но еще одна тенденция — это какие-то эмоциональные, сильные впечатления, сильные эмоции. Когда Марс идет по пятому дому гороскопа, это могут быть сильные эмоции, яркие, они могут быть положительными, они могут быть отрицательными, но они будут сильными. То есть это то, что часто запоминается, разрешение каких-то ситуаций, завязка каких-то ситуаций. Марс может формировать еще комбинацию на как на романы и на влюбленности, так и на то, что может быть какой-то стресс, связанный с учебой, с детьми, какие-то переживания за результаты, может быть, детей, могут быть экзамены какие-то у дев, какие-то испытания у дев, то есть проверка знаний, что-то в этом роде. И поэтому Марсу можно сказать, что все наши собственные усилия направлены в тему пятого дома: проекты, дети, учеба, творчество, романы и влюбленности. Весь фокус. Ну и к этому фокусу еще с 17 января по 3 февраля по пятому дому гороскопа пойдет Меркурий, который в целом управляет всем нашим гороскопом. То есть еще больше наш фокус смещается в пятый дом, в дом детей, в дом творчества, обучения. И Меркурий дает еще такую тенденцию на то, чтобы много общаться с детьми, много общаться по вопросам учебы, по вопросам каких-то мероприятий, выступлений, творчества, каких-то проектов, организации чего-то, отдыха. По работе может быть какая-то учеба организована, если вы работаете. Для некоторых дев это тенденция на отпуск в работе, перерыв в работе, либо увольнение, какие-то кардинальные перемены в работе тоже могут быть, кардинальная смена статуса. Ну и 18 января будет новолуние в вашем пятом доме гороскопа. Новолуние — это что-то новое, то есть, опять же, новая учеба, зачатие ребенка, рождение ребенка, какое-то новое мероприятие, рождение какого-то проекта, рождение какого-то творческого ребенка. У детей какой-то новый жизненный этап. Ну и если уж совсем мелко, потому что новолуние не всегда дает какие-то глобальные события, все зависит от тенденций, которые сейчас есть в вашем личном гороскопе. То есть если совсем мелко, ну, посещение какого-то мероприятия, выставки, концерта, какого-то такого мероприятия, которое может вам подарить много эмоций, потому что у нас очень эмоциональные транзиты по пятому дому гороскопа. Как бы и слезы, и радости, и слезы разочарования где-то, и восторг, и такие вот разные, от плюса к минусу, от самого минуса до самого плюса. То есть прям какие-то эмоциональные качели могут быть у нас в январе. Судя по транзитам, вот у вас какие-то эмоциональные качели. То смеяться, то плакать, я бы так сказала. То грустить, то очень сильно радоваться. Но в целом, даже если слезы, то, скорее всего, слезы счастья и облегчения. Такие транзиты какие-то очень, ну и радостные тоже, потому что пятый дом — это дом радости, пятый дом — это дом комфорта еще, изменение уровня комфорта, на какое-то время даже улучшение комфорта. То есть что-то может меняться в вашем жизненном укладе, что на какое-то время вас расслабит. Отдых на самом деле тоже тут будет большой фокус на то, чтобы немножко отдохнуть.
Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на январь 2026 года для Дев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Девы, пожалуйста, дорогие, не забывайте ставить лайки, ваша поддержка очень важна для канала, для развития канала. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться и до новых встреч. Пока-пока!